Как вообще можно жить в таком месте? Одни строят дома прямо внутри отвесной скалы, где вместо стен голый камень, а другие селятся посреди озера, где земли не видно километры вокруг. И это лишь малая часть того, что вы сейчас увидите. Но начнем мы с самого неожиданного. С домов, которых вообще не видно. Целые города спрятаны под землей, где тысячи людей живут в тоннелях, ниже уровня поверхности на десятки метров. И то, как они там устроились, перевернет все ваши представления о нормальном жилье. Начнем с австралийского городка Кубер-Педи в самом сердце пустыни. Летом столбик термометра здесь поднимается выше 50 градусов, а земля раскаляется так, что жить на поверхности невозможно. И тогда местные жители сделали единственное разумное. Ушли под землю. Сегодня больше половины населения городка обитает в вырытых прямо в скальной породе жилищах, которые называют дагаутами. Внутри обычные спальни, кухни, гостиные, а некоторые семьи выкопали себе даже бассейны и часовни. Круглый год под землей держится комфортная температура около 23 градусов, без всякого кондиционера. Кубер-Педи вообще-то опаловая столица мира. Именно ради драгоценных камней сюда когда-то приехали шахтеры. Прокопав очередной тоннель в поисках опала, человек мог просто расширить его и превратить в новую комнату. Здесь есть подземные отели, магазины, церкви и даже кладбища. Стены жилищ порой отливают перламутровыми прожилками. Это те самые опалы, застрявшие прямо в потолке над кроватью. Но австралийцы не единственные, кто спрятался от жары под землей. В китайской провинции Шэньси до сих пор существуют яодуны. Пещерные дома, вырытые в мягкой лесовой почве. В таких жилищах в разные времена обитали десятки миллионов человек, и многие живут в них до сих пор. Зимой внутри тепло, летом прохладно, а сверху над крышами люди спокойно выращивают урожай. Потому что крыша такого дома — это и есть поле. А теперь представьте прямо противоположное. Не под землю, а на воду туда. Туда, где твердой земли нет вовсе, и весь твой мир держится на волнах. На озере Титикака, на высоте почти 4000 метров над уровнем моря, живет народ Урос. И живут они на островах, которые сделали сами, из тростника. Плавучие острова Урос сплетены из высушенного камыша таторы слой за слоем и держатся прямо на воде. Всего таких искусственных островов около сотни. Каждые несколько недель жители докладывают сверху новый слой тростника, потому что нижний постоянно гниет и уходит под воду. На этих островах стоят тростниковые дома, а рыбачат Урос с тростниковых лодок. Даже пол под ногами мягко пружинит и слегка колышется вместе с волнами. А теперь отправимся туда, где вместо воды лед. За полярным кругом, среди снежной пустыни, кочевые охотники Арктики веками строили жилье из того единственного, что было под рукой, из замерзшего снега. Иглу. Купол из плотных снежных блоков, вырезанных ножом и уложенных по спирали. И вот что удивительно, снаружи может быть минус 40, а внутри иглу температура держится около нуля, а иногда и выше. Все дело в том, что спрессованный снег отлично удерживает тепло, а сам купол устроен так, что теплый воздух от тела и небольшой лампы остается внутри. Вот в иглу делают ниже уровня пола, через короткий тоннель, холодный воздух тяжелее теплого и просто стекает наружу, не попадая в жилую часть. Спальные места устраивают на возвышении, где скапливается самое тепло. Опытный человек способен сложить такой снежный дом всего за час. Но лед служит людям не только для ночевки в тундре. Есть места, где из него строят целые гостиницы с номерами, кроватями и барной стойкой, и каждую весну они попросту тают. Швеция каждую зиму заново отстраивает целые отели изо льда. В деревне Юкасjärvi за полярным кругом. Из льда местной реки Турне вырезают блоки, из них возводят стены, потолки, кровати и даже люстры. Спят гости на глыбах льда, укрытых оленьими шкурами, при температуре внутри около минус 5. А весной все это здание тает и утекает обратно в реку, чтобы следующей зимой родиться заново. Но самое поразительное жилье люди устроили не изо льда, а внутри отвесных скал. В Испании, в городке Сетениль-де-Лас-Бодегас, дома буквально вдавлены под навесающий каменный утес. Гигантская скала служит крышей и стеной одновременно. Над узкими улочками нависают сотни тонн камня, а прямо под этим козырьком идет обычная жизнь. Кафе, лавки, жилые квартиры. Люди спокойно завтракают, когда у них над головой висит целая гора. А в американском штате Нью-Мексико сохранились жилища народа Пуэбло, вырубленные прямо в стенах каньона сотни лет назад. Целые многоэтажные поселения врезаны в скальные ниши на огромной высоте. Чтобы попасть домой, люди карабкались по приставным лестницам и выдолбленным в камне выступам. В случае опасности лестницу убирали, Маша, и добраться до жилища становилось невозможно. Но по-настоящему захватывает дух Меса-Верде в штате Колорадо. Там, в глубокой нише под нависающим сводом каньона, спрятан целый каменный город. Больше 150 комнат, башни и площади, построенные почти 800 лет назад. Он стоит на отвесной стене, укрытый скалой, невидимый снизу и почти недосягаемый. Люди жили здесь поколениями, поднимая на эту высоту воду, еду и детей. А потом однажды они просто ушли и оставили свой скальный город стоять пустым до сих пор.
Есть люди, которые строят дома вообще из того, что все остальные В выбрасывают. американском штате Нью-Мексико целые поселки собраны из старых автомобильных покрышек, набитых утрамбованной землей. Такие дома называют земные корабли. Покрышки складывают как кирпичи, стены засыпают грунтом, а в кладку вмуровывают пустые стеклянные бутылки. И сквозь их донышки внутрь проникает разноцветный свет. Эти жилища не подключены ни к каким сетям. Они сами собирают дождевую воду, сами вырабатывают электричество от солнца и держат тепло без всякого отопления. А есть архитекторы, которые пошли еще дальше и строят дома прямо из спрессованного бытового мусора и пластиковых бутылок, набитых песком. В таких стенах прячутся тысячи выброшенных бутылок, и держатся они не хуже бетона. Так как же вообще можно жить в подобных местах? Под 50-градусной пустыней, на пружинищем тростнике посреди озера, под нависающей многотонной скалой или внутри стен из старых покрытий. Ответ оказался простым. Люди всегда селились там, где было тяжелее всего, и вместо того, чтобы сдаться, они превращали враждебное место в дом. Жара загнала австралийцев под землю, мороз научил охотников складывать купола из снега, а нехватка ровной земли подняла целый город на отвесную стену каньона. И самое главное, ни одно из этих жилищ не музейный экспонат. В Кубер-Пэди прямо сейчас кто-то спускается спать в свою вырытую в скале спальню. На озере Титикака в эту минуту подкладывают свежий тростник под ноги. А в пустыне Нью-Мексико кто-то заваривает чай в доме из покрышек и бутылок. Дом — это не стены и не крыша. Дом — это место, которое человек сумел сделать своим там, где, казалось, жить нельзя вовсе.